Здравствуйте, дорогие друзья! Пришло время окучивать всеми любимый картофель. Про эту процедуру идут у садоводов активные споры. Одни окучивают несколько раз, другие вообще этого не делают. Но чтобы понять, нуждается данная культура в окучивании или нет, давайте разберемся в вегетативных особенностях этого растения. У картофеля ниже уровня почвы развиваются боковые побеги, называемые эстолонами. Они имеют удлиненные междуузлия, пазушные почки и недоразвитые листья. На столонах развиваются укороченные побеги, которые и представляют собой клубни картофеля. Чаще всего окучивание картофеля проводят в целях получения большего числа дополнительных боковых побегов, то есть столонов, на которых и образуются клубни. Бытует мнение, что при регулярном окучивании растений кусты активно разрастаются и становятся более мощными. При этом клубни завязываются на большем количестве столонов, а значит листовая масса растений способствует поступлению достаточного объема питательных веществ в нижние отделы, что также приводит к повышению урожайности. У различных сортов картофеля строение и развитие могут немного отличаться. Некоторые сорта разрастаются ближе к поверхности земли, другие уходят вглубь. Но если мы посмотрим более внимательно на строение куста, то увидим, где завязываются молодые клубни картофеля. А образовываются они на столонах, которые находятся уже под землей. Из этого следует предположить, что при окучивании мы дополнительно прикрываем стебель, надеясь, что на нем вырастут новые столоны, на которых и появятся дополнительные клубни. Иногда это происходит, но, как правило, картошка уже не успевает набрать достаточный объем и остается мелкая. Да еще вдобавок забирает питание у самого первого картофеля, который мог бы набрать хорошую массу. Чтобы получить богатый урожай, проводить окучивание необходимо правильно и в нужное время. Итак, 4 основных правила окучивания. Первое. Делайте его примерно через месяц после посадки. Или можно ориентироваться на рост куста. Его высота должна быть не больше 20-25 см. Второе правило. Никогда не окучивайте в жаркий день. При высокой температуре от горячей земли растение испытает стресс и будет долго восстанавливаться. Третье. Проводите его утром, пока земля прохладная, или поздно вечером, когда она уже остынет. И четвертое. Окучивать желательно после дождя или перед дождем. Не берем крайности, если прошел ливень, то работать будет неудобно. Мы рассматриваем небольшой дождь, который просто увлажнил землю. Теперь небольшое отступление. Как я говорила ранее в других видео, мы на своем участке не перекапываем землю много лет. Соответственно, почва у нас плотная, и если вы решите применять наш способ посадки, а его вы можете посмотреть, пройдя по ссылке вверху, то окучивать необходимо следующим образом. Работая плоскорезом, мы как бы срезаем землю, поднимая ее выше. Так окучивать будет гораздо легче. А вот такой способ окучивания в нашем случае гораздо трудозатратнее, но им удобно будет окучивать почву, которая перекапывается. Исходя из вышеперечисленного, становится понятно, что окучивать достаточно один раз, но необходимо это делать правильно. Именно тогда вы облегчите себе работу на огороде и получите хороший урожай. А в ближайшее время мы узнаем, как можно использовать тропинки между картофелем, чтобы они работали на повышение плодородия земли, и чем подкормить картошку, чтобы урожай был еще больше. Богатых вам урожаев, дорогие друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи!